Я нахожусь в Стамбуле, в гоночной столице Турции. Вот на такой вот истории ребята катаются. 5 секунд, вы только себе представьте. Доработка такого уровня стоит примерно где-то в районе 10 тысяч долларов. Раз, два, три. Так, приехала полиция. Всем привет! Я нахожусь в Стамбуле, в гоночной столице Турции. И, конечно же, я приехал на гоночный сходняк. Здесь много заряженных тачек и есть очень интересный человек. Зовут его Сакит. Что здесь за сходка? Расскажи мне. Сегодня субботний вечер. Каждую субботу мы здесь собираемся, наваливаем, выезжаем на автобан. Короче, по полной оттягиваемся. Сакит, что это у тебя такое? Что это? Я вижу, что это BMW. BMW 340 на заднем приводе, полноценный Stage 3. И что ты с этим BMW делаешь? Гоняю, Гоняешь? наваливаю. Да, ну то есть ты натягиваешь ваговодов, японоводов. Ну, как попадется. Кто попадется? Кто попадется. Так, я так предполагаю, что ты его затюнил. Да. Так, открывай капот, давай мы посмотрим. Специально для таких дел я включаю фонарик, потому что у нас, ребята, лайв. Соответственно, никакой подготовки. Что есть, на то и снимаем. Так, рассказывай поэтапно. Турбину отсюда не увидеть. То есть гибридная турбосистема Stage 3. Charge pipe, отсюда метанол, 2 форсунки и впускной коллектор. На чем едем? Бензин какой? В основном на 95-м, у нас 98-го нету, но есть всякие присадки, которые повышают октановое число. И плюс уже, если есть хорошие соперники, едем на спирте. Закиси нет, ничего такого нет? Не, закиси нет. Так, сколько денег это все стало? Ты там оставил деньги на зарубы? Это гораздо меньше стоило, чем ваговодам и субаристам. Я понял. Доработка такого уровня стоит примерно где-то в районе 10 тысяч долларов. Сакит, ну я так понимаю, что ты здесь как бы самый крутой, да? Не, я бы так не сказал бы. Не, ну есть тут вообще с кем-то вот какие-нибудь соперники, кто тебя может вот противопоставить? Ну, разумеется, есть. В Турции, в Стамбуле, разумеется, есть мощные машины. Но сейчас на вечер не знаю. Будет все ясно. Ходят слухи, что ты едешь низкие 5. Это правда? Да, 5,3, 5,2 машина стабильно едет. 5 секунд, вы только себе представьте, 100-200, это просто ракета. И я хочу заметить, что эта тачка на заднем приводе, она еще бочком может насыпать. Вот, сегодня мы планируем поехать на гонки, но температура у нас на погоде не очень хорошая, 12 градусов. Мы сможем навалить? Скажи мне, честно. Смотря кто как. Сейчас 240 придет на 3-м стейдже. М8 тоже здесь сейчас есть на 2-м стейдже. Я видел там Porsche. Как он там? Porsche. Нацелен проиграть или нет? Про Porsche не знаем, сейчас узнаем. А Getter? GTR, он на 2-м стейдже. Мы с ним до этого заезжали, я его объезжал. Ну, не знаю, сейчас он захочет, не захочет. Так, ребята, перемещаемся, посмотрим тачки, посмотрим логово, где пацаны собираются, курят кальянчики, пьют безалкогольное пиво с прицелом на гонке. Ну и потом, конечно же, мы поедем на трассу и попробуем зарубиться. Поехали. Приступаем к осмотру. Рассказывай, что у вас тут за тачки. Сток М4. М4, М4, вот она, красотка. Сток? Да. Сколько сил в ней? Плюс-минус, а то я не 510, помню. по-моему. 510, ну серьезный аппарат. Так, 240i. 240 XI на 3-м стейдже. Серьезно, серьезно. Сил 700-750, да, у него? Не, где-то в районе 600-650. Ага, ну такой лайтовый, типа, да, Stage 3? Да. Без метанола. Ну, я понял. Едет 6 секунд. 5,9, 6 секунд. 5,9, давайте посмотрим, что у нас здесь с фонариком. Вентуре. Вау, симпатично. Турбина Stage 2 Turbo Systems. Ну, насос, все как надо. Да, Dodge 2. Так, что у нас тут дальше? Это что у нас? Это за Porsche представитель ВАГа. Тайкан. Это с вашей тусовки или нет? Да, с нашей тусовки. С вашей, да? Тайкан Turbo S. Гоняет? Скорее всего. Кофе пьет. Тоже гоняет. Кофе. Так, идем дальше. Идем осматривать, что там есть. Что там за белая бэха? Я смотрю, здесь просто одни бэхи. Клуб BMW, походу, собрался, да? Разумеется. В Турцию любят BMW. Так, смотрим. Тоже одна из наших машин. 240 на 2-м стейдже. Едет низкие 7 секунд. Дорч насос. Выхлоп есть, даже впуска нет.
То есть так, по лайту сделано, Да, да? по лайту сделано, пока что ждем турбину. А это что за зверь? Это атмосферник. Атмосферник, М50. да? Ну, понятно, то есть не сильно мощная тачка. Так, что тут у нас дальше? Это 316 или 320. Я понял, короче, красавчик, просто красавчик. Да, вот здесь есть 2 GZ. Так, идем-ка. Капот Чармс надо. BMW 2GZ. Да. BMW. Здесь любят. Ребята здесь любят 2GZ. Ну что ж, если есть бабки, чего нет? Вау-вау-вау-вау! 2GZ. Там, что за турбина? Ну, такая не маленькая, да? Размер где-то 35 примерно газ. Да, 35 где-то. Серьезная тачка. Метанол, тут все, короче, есть как Да, надо. Oil Catch, машина на заряде. То есть тоже едет в районе 5,5. 5,5 100-200, да? Да. Серьезно. Мини-купер с ракетным топливом, закисью. Все как надо, да? Не, Так, это Вон что? 235 на... Твоя, что ли, да? Не, Так, хозяин значит, где-то ой, здесь мы был. тут сейчас поцарапаем тачки ребятам. О, 230, ну, слушай, красотка. да, Вопросов с обвесом М2. Да, хороша, хороша. Машина тоже на 3-м стейдже, турбина от Pure. И впуск-выпуск, но не дошита. В общем, ребята, на самом деле это не гоночная сходка, это просто тупо сходка BMW. Вот и все. И пару корешей их приехало на других тачках. Так, Пайпер. цивик. Злой. Да, у нас на канале любят топоры. Машина серьезная, Едет он, полуслики. Сразу видно, что он едет. низкие 6 секунд, 5,9 иногда, и 6 тоже выезжает. Ребята, ну здесь эта тачка актуальна, потому что тут катают только ходом. А это, как мы знаем, ходовозочка или роловозочка, называйте как хотите. В общем, прет она достойно. Так, что у нас тут? Civic Type R на всем заряде. Турбина громадная с голову. Что за Гаррет? 35-й, по-моему. 35-й. Да сколько сил примерно? 550-600, если не ошибаюсь. Здесь еще второй ряд форсунок тоже должно быть. Серьезный аппарат. Хозяин внутри. Вот так вот ребята цивики здесь заряжают. Сколько денег хозяин воткнул? Не знаю. Спросить можешь? Надо спросить. Ну, он новый хозяин. Вот, главный экспонат. Абарт. Все, что надо знать о гонках. Гигантский спойлер воткнул, и тачка летит на Луну сразу. Однозначно. Скорпион, да? Так. Здесь ГТРчик. Ага, Мерс. Мерседес. Редкая гоночная тачка. Сейчас Мерсы нынче не в моде. Что за объем? Что здесь? Здесь сейчас узнаем. А ну-ка, давай я назад стану, пусть он показывает чуть. О! Не, не. 550 на компрессоре. Серьезно, сколько сил примерно? Здесь, по-моему, если не ошибаюсь, залит Stage 1. 400 bir turbo. Сколько сил? Horsepower. How much horsepower? Normality 550, but now stock. Stock, yeah? We want to make new maps, you know. We working little bit. Maybe Sakit help me. Thank you very much. Так, Ciao. Сахид, что там с ГТР? Рассказывай. ГТР на втором лайтовом стейдже. Второй лайтовый стейдж это сколько? Это сил 700, наверное? Ну, я 650? думаю, в районе 700 должен он быть. То есть быстрый, короче. Ну Да. ты его как, ну, чухаешь там? Не, Не? Он быстрее? не, я быстрее. А, ты быстрее. Ну Да. все, я же говорю, молодец. Так, мы врываемся в логово. Здесь мы видим мотоциклы. Какой-то модный велик. Ребята занимаются полировкой, детейлингом, ну все как надо. Кстати, посмотрим, что у них здесь за машиночки. Все уже побежали на улицу. Snoop Dogg. В общем,
Атмосфера, как на меня, чумовая. Вот на такой вот истории ребята катаются. Смотрим, что это. Это все идет в бак. Ну что ж, с участниками мы познакомились. Самое время переходить к гонке. Мы выдвигаемся на трассу. Целая колонна едет. Все перемещаются на локацию, где сейчас будут пить кофеечек и договариваться, кто с кем будет ехать ходом. Вкусняшки заливаем? Да. А что там за топливо? Спирт чистый. Спирт чистый. Ничего себе, ребята. Спиртовая карта. Это действительно серьезно. А если учесть, что здесь еще метанол, вот он, то будет все по полной программе. А тут у нас М8. Ребята собираются. Скоро будет горячо. Выдвигаемся на заправочку. Я присел к моему другу в М8, которого я здесь сегодня встретил, кстати, случайно. Так, мы приехали на локацию. Здесь действительно уже много машин. Погода подкачивает, небольшой туманчик, но ничего страшного. Я думаю, что все равно зарубы будут. Во всяком случае, покатаются полные привода. За моей спиной сейчас стоит целый отряд гонщиков из Турции. Большинство на бэхах, я бы сказал, все на бэхах. Ну, потому что сейчас это действительно самая трендовая тачка. Кофеек, общение, заливаем топливо и по очереди погнали. Едем 100-200, ну или как там получится. Ну вот мы и подобрались к первой зарубе. Соперниками будут BMW 340 Sakita. Напоминаю, в машине Stage 3 и задний привод. Соперником для этой пушки будет Civic Type R в кузове FK2 на Stage 4. Четвертый стейдж, ребята. Что сделано? Все кованое, доработанная коробка. В машине установлен второй ряд форсунок. 35-й Гаррет. Очень мощная тачка, ну прям действительно респект. Ну что ж, давайте посмотрим, кто кого. Следующим соперником для дерзкой 340-й Sakita будет М5 F90 на втором стейдже в машине 800 лошадиных сил. Hazır hadi. Bas. Vites koy. Vites koy unutma. Vites unutma baba. Vites unutma. Devam. Hadi. Hadi. 270. 275. Ya bırakın işte arkadaş yolda.
Следующим участником будет легендарная BMW M8 с двигателем V8 4,4 литра. В стоке в данной машине 625 лошадиных сил. В нашем случае Stage 2, порядка 700-720 лошадиных сил. Кстати, интересный факт. Здесь установлен двигатель от BMW M5 F90. Последней модификации. Ее соперником будет, естественно, BMW 340 Sakita. Понеслись. Ушла 340-я сила 700-800. Это был Sakit против BMW M8 Stage 2. Вот так вот. Сколько в M8 сейчас примерно? 720. 720 сил в M8. Да, 340-я зверь. Сейчас меряем тебе. Считай, пусть он считает. Давай. Раз, два, три. Что такое? Слился? Давай, сам. Еще кто-то станет? Немножко вдались, потому что я так и сделаю. Давай. Раз, два, три. Sakita мне интересно гонять, у него слишком быстрая тачка здесь однозначно. Он с вами тоже заедет, а потом я с ним. А что у него? Ну, у него Что это? Stage 3, там 6 секунд. Это что за машина? 240-я. 240. Но он слабее меня, я думаю. Ну давай, хорошо. А где нам останавливаться тогда потом? Видите, сейчас ребят там нашли. То есть мы точно так же ходом равняемся и едем, да? Так, ребятки, едем против 240-й Stage 3. Ребята, BMW M8 600 плюс сил против 240 на третьем стейдже. Да, у нас мало шансов, но все-таки они есть. Я думаю, что мы постараемся натянуть эту 240-ю. Готов? Готов? Раз, два, три! Короче, сегодня не наш день. Да, он прям крепко валит, спору нет. Надо зарубить Sakita с этой 240-й. Это, по-моему, отличная идея. Просто отлично. Да, вот так вот. Крепко едет B58 на Stage 3. И вот мы подошли к долгожданной зарубе. BMW 340 Stage 3 Sakita сразится с BMW 240 Stage 3. Чем же отличаются две эти тачки? Прежде всего, 240-я легче, это весомый плюс. Но Stage 3 у Sakita позабористее, у 240-й чуть-чуть послабее. То есть, в принципе, там будет баланс и, скорее всего, кое-какая заруба. Ну что ж, посмотрим, кто будет первый. Так, 340 против 240. Обе Stage 3. Sakit уходит. Хорошо ушел. Прям реально. Посмотри, как 240 валит. Давайте, ребятки, смелее, не стесняемся. Понеслись, жаришка. Давай. Ну что, заезды двух монстров подошли к концу. Ребята фактически заехали раз 10, но нормально снять это не удалось, потому что снимаем на трассе, полный бардак происходит, адреналин. Нет возможности пересаживаться, ставить камеры как-то правильно. В общем, Стамбул, что поделать. К такому мы были не готовы, к таким сложным съемкам. Но могу сказать вам от себя, что большее количество заездов победил именно Sakit.
машина у него чуточку побыстрее, несмотря на то, что она тяжелее. Ну давайте передадим слово Сакиту. Сакит, я прыгаю к тебе. Ого-го-го-го-го, датчики, все дела. Итак, зрители могут подумать, что 240 тебя нагнула. Вот, на одних видео кажется так, на других видео кажется, точнее видно, что ты его объехал. Расскажи мне там, в чем нюансы. Ты говорил, у тебя коробка мененная, кстати, вот тоже интересный момент. Ну, он тоже Stage 3, 240-я. Ну, на первом заезде, во-первых, нас двое было, Мгм. как, ну, ты сам видел. Он один, плюс мы не раздулись, не поехали. Плюс он легче сам по себе. Ну да, легче сам по себе. Ну, разумеется, у меня турбина побольше. На втором заезде мы его нормально обогнали. После 200, разумеется. И там такая ситуация, короче. Если коробка 8 HP50, Мгм. то есть у тебя машина, то есть 100-200 лучше едет, но 200-250 и выше, то есть на третьем стейдже она не особо так хорошо едет. А когда ставишь коробку 8 HP70, то есть она немножко такая медленная, и передача на число, там, насколько я понимаю, там, то есть они длинные. И 100-200, то есть у тебя, те, кто свапали, знают, 100-200 у тебя как бы получается, допустим, машина, допустим, если сейчас едет 5,3, то на 8 HP50 она должна ехать 5. То есть на 0,3 секунды, то есть медленнее коробка. 100-200, но 200-250, разумеется, машина на секунду лучше едет. И весь фокус в этом. Мгм. Я То понял. есть после 200 там на топ-спид. А вот эта коробка ты поменял, она, получается, сама еще по себе держит больше мощности. Да, больше момента держит, больше мощности держит, но она немножко медленнее, разумеется. Мгм. Чем покупать Pure Boost пакет 5000 евро, который стоит. Гораздо выгоднее, да, Да. так сделать. Ага, И понял. такой нюанс. Сегодня не то, да? Не те машины, эти Ama sen erken bırakıyorsun. Не знаю, навигирую. Arası yanmıyor değil mi? Ardan yandı. Да, тут все максимально прокачали свои тачки, и действительно соревноваться сложно. Нужны какие-то третьи стейджи, потому что вторые стейджи даже на М8 уже их не хватает, потому что, ну, ребята все на третьих, ну ё-моё. С кем тут гонять? Так, мы приехали, не успели поболтать, экстренно уезжаем, потому что приехала полиция, всех разгоняют. Уезжаем в туннель. İkincide zaten geçtik. Video vardı. Сакит, ты мне говорил, что он поломался. Что у него чек горит, проблема какая-то. А после этого... Diyor, çek yanıyor diyor. Yanıyor da ama araban gidiyor, nasıl oluyor böyle? Он там отремонтировался и поехал. Çeviriyoruz ha. И поехал как Vallahi надо. şunu göstersene, yukarıda mı geçiyor? Sakit say you broken, Ben but you maybe basarken turn, sonradan geçiyorsa zıplayabilir ya. turn stage 4. Bizimki geç oluyor. Правильно? Biz ondan sonra zaten Поломался он, ты понял? Стал, поломался, уехал в космос. Турецкий стол. sonra fren yapıyoruz. Поломался, пацан просто поломался, а потом поехал Ben в космос. Сахит, ты мне обещал, что у тебя будут гонки здесь, а здесь фотка Б58 клуба. Почему только Б58? Ну как Ничего так? поделать, люди любят BMW. А ну покажи мне, что там ты намерил. Ну, здесь мерили. Давай, что там у тебя лучше? А ну-ка, сверкани. Сейчас мы узнаем, сколько Здесь едет. немножко в горочку. 5.33 100-200. Мама мия, Санта Лючия. Серьезно? Серьезно? Здесь немного глюканул, драги, правда. Глюканул 5.13. Ну, вот так бывает. Нет, глюканул в том смысле, здесь горки не было. ага. Здесь low satellite. Ну, стабильно выезжает из 6 нормально. Из 6 выезжает, да? Доволен. В общем, ребят, сбор от заправки до заправки. Ездят в основном ваговоды и БМВисты. Причем компании не совпадают. БМВисты отдельно на Б58, а ваговоды в другой компании, потому что у них, конечно, тачки послабее. Давайте я вам покажу примерно. Вот тусовочка Вага. Вот, но она, в принципе, здесь соединилась с БМВшной в самом конце. Вот такой вот гольфик. Audi A3 1.8 турбо. Вот, ну там еще есть тоже пару гольфов стоит.
Так, что тут у нас? Дизель прокачанный, говорят, на Stage 3 беленький. Вот так. Артем, как так получается, что страны разные, а все равно люди спорят об одном и том же. Не согласны постоянно, кто победил. Хотя уже и камеры есть, но все равно не согласны. Ну, во-первых, они все BMW-сты, Да, да. а во-вторых, они все на стоке. Ага, А в-третьих, как бы, вне зависимости от страны, проблемы BMW-стов у всех одинаковые. Как бы. Артем, что нужно купить, на чем нужно приехать, чтобы объехать весь этот B58 клуб? Вот Я, реально. наверное, думаю, надо приехать на самолете. На самолете? Всего, на ракете Или может быть какой-то, да. B58 Stage 5, да? чтобы всех тут B58 наказать. Stage 5, 1200 сил, это вот будет тема, да. Потому что вот реально там бери М5, М6, М7, М8, М15, все равно тебя тут накажут, получается. Это вообще просто приезжаешь, чтобы поснимать. да, Со своим сзади, восьмой. сзади поснимать. Да. Ну вот так вот выглядит, видите, мужские споры. И самое главное, все происходит в Стамбуле от заправки до заправки. Да. Вот Не, реально. от заезда до заезда, от заправки до заправки. Да. Так, приехала полиция. Вот, чего стоило ожидать, в принципе, ничего нового. Там, где сходки, там всегда и полиция. На этой замечательной ноте мы заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте лайк, и мы обязательно и еще как-нибудь приедем в Турцию на гонки и попробуем устроить какие-нибудь зарубы. Естественно, это будет ходом, потому что здесь катаются только ходом. Нету трасс, специализированных для гонок 402 метра, только ходарем и только на злых BMW. Всем пока, друзья! С вами был канал Крутящий Момент.